Никогда и никому не рассказывайте об этом, и деньги всегда будут в вашей жизни. А также вы будете здоровы, счастливы, и все в вашей жизни будет процветать и пахнуть. Давайте разбираться, о чем никогда не стоит никому рассказывать. Дело в том, что вокруг нас находятся разные люди, и одни из них желают нам добра, искренне радуются за наши достижения. Когда у нас все хорошо, другие же из них, наоборот, желают нам зла и радуются только, к сожалению, в те моменты, когда нам плохо и у нас происходят какие-то неприятные ситуации. К сожалению, не всегда возможно сразу разобраться в людях для того, чтобы оградиться от недоброжелателей и врагов. Поэтому нужно быть, конечно же, очень осторожным со своим окружением, чтобы потом не пытаться исправлять неприятные ситуации. Каждый из вас, наверное, неоднократно замечал, что стоит кому-то рассказать о своих планах, как все начинает идти не так. Происходят какие-то изменения, к которым вы были изначально не готовы. Есть даже такая очень мудрая поговорка на этот счет, что чем меньше люди вокруг знают о вашей жизни, тем лучше и беспроблемнее она у вас складывается. Вы знаете, людям свойственно такое страшное чувство, как зависть. А именно зависть способна разрушать все на своем пути. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все задуманное получилось, не делайте этого. И первое, не рассказывайте о своих планах никому. На это и есть ваши планы. Рассказав о них, вы уже целенаправленно вносите в них изменения. Ведь любое, пусть даже эмоциональное вмешательство со стороны их обязательно может изменить. Вы не можете также знать, что человек, которому вы о них расскажете, испытывает в этот момент. Возможно, ваш рассказ вызовет негатив, и все дальнейшие ваши шаги в этом направлении будут окутаны негативом. Поэтому делайте, что задумали молча, а окружающие сами все увидят. Когда вы закончите, и никто не сможет изменить ваши планы, не зная о них. Очень часто люди рассказывают о том, куда они поедут в этом году, что они будут делать, на какую работу они устроятся и так далее, и так далее. И у них этого ничего не получается, потому что вы должны понимать и то, что то слово, фразы, которые вы произносите, вы транслируете в этот мир. И вот тем людям, которым вы это транслируете, у них также в этот момент происходят определенные посылы, мысли. Не всегда это позитивные, к сожалению. И представьте себе, что этого человека, которому вы рассказываете, намного сильнее его поле. И он это забирает у вас, вот эти блага. Возможно, он это делает осознанно, а может, он делает это неосознанно. В любом случае, у вас этого ничего не получается. То же самое даже очень часто касается ваших путешествий, ваших планов касательно того же открытия бизнеса, ваших увлечений, или даже самое интересное пойти в театр. Вот бывает так, что люди на работе рассказывают: ой, ты знаешь, сегодня там такое представление в театре, и я пойду со своим хорошим другом и так далее. И у вас это не получается, потому что у вас возникают какие-то проблемы, соседка затопила, каблук поломался, платье порвалось, еще какая-то мелкая причина, которая вас расстраивает. Поэтому никогда не спешите рассказывать о своих планах. Далее, никогда не хвастайтесь деньгами, так как многие люди не имеют того, что есть у вас в жизни, и даже не хотя навредят вам своим желанием оказаться на вашем месте. Это оттолкнет от вас энергию денег, и в результате вы тоже будете в ней нуждаться. Поэтому, если у вас все хорошо с деньгами, пользуйтесь спокойно ними для своего удовольствия, для своей радости. Периодически старайтесь помогать тем, кто в этом нуждается. Занимайтесь благотворительностью. Все это еще больше притянет денежную энергию в вашу жизнь. Ведь она любит не жадных людей. Но не выставляйте свое финансовое положение на показ. Очень часто бывает так, что встречаются подруги, и одна другая рассказывает о том, сколько она зарабатывает, и что она себе может позволить, куда поехать и так далее, и так далее. А другая подруга по каким-то причинам, у нее ничего не получается, хотя она не хочет в себе просто-навсего разобраться. И вот она, у нее, знаете, один раз ей рассказали то, что
у нее подруги очень хорошо все с деньгами, второй раз, третий, и появляется вот эта зависть. Она, знаете, появляется в начале с мысли, а почему у меня этого нет, а почему у меня это не получается? И постепенно вот эта зависть превращается в ту же злость, в негатив. И каждый раз, когда подруга успешно рассказывает своей другой подруге о том, что у нее все замечательно, та подруга начинает энергетически у нее это забирать. И в один момент та подруга, которая была успешна, у нее начинает в жизни все сыпаться. И здесь вам нужно понять, что вы должны разбираться в тех людях, с которыми вы общаетесь. Бывает так, что и родная сестра может завидовать, и родная мама может очень сильно завидовать вашим успехам, сколько вы зарабатываете, что вы можете купить, и так далее, и так далее. Поэтому держите язык за зубами. Даже если есть люди, которые вот вам, знаете, вот четко выводят вас на беседу о том, сколько ты зарабатываешь в месяц, или в неделю, или в день, всегда просто улыбайтесь и переводите на другой разговор. Всегда есть тема о моде, о природе. Это те темы, которые всегда можно обсуждать сколько угодно. Это те же какие-то новости, но это не будет касаться вашего дохода. Потому что как только вы начинаете рассказывать о деньгах, вы тратите начинаете денежную энергию. Знаете, вы как будто ее дарите, вы ее отдаете, вы ее не цените. Что же касательно благотворительности? Многие говорят, ой, что я теперь должна 10% отдавать и так далее, и так далее. Девочки и мальчики, вы должны на интуитивном уровне чувствовать. Потому что бывает так, вы идете с работы, вы подходите к супермаркету, видите, бабулечка продает цветочки, продает зелень, продает какие-то книги, да все что угодно может продавать. Вы понимаете, что она зарабатывает себе на хлеб. Вот возьмите, подойдите и просто, возможно, дайте ей деньги. Возьмите за это у нее книжку, возможно, маленький цветок, кстати, который может вам принести удачу. Если вы интуитивно правильно выберете, это может ваша книга стать вашим талисманом, или этот цветок. У каждого будет на интуитивном уровне, вы будете чувствовать. Вы помогли человеку, и Вселенная видит, что вы действительно готовы помогать. Бывает так, что вы идете, гуляете с подругой, подходит дедушка и просит купить ему булочку. Не пожалейте денег, пойдите в ближайший магазин, купите самые вкусные булки, купите чай и дайте. Не бойтесь, и в этот момент поблагодарите высшие силы, поблагодарите Вселенную за те блага, которые у вас есть, потому что вы не знаете, возможно, эта бабушка или этот дедушка, это посланник от высших сил, то есть вас проверяют, вы жадны или нет. Конечно, другое дело, когда дети бегают и просят деньги, и вы знаете, что это будем говорить, какие-то хулиганы и так далее. Другое дело бывает так, что вы ходите по рынку, и дети продают газеты. Вот, купите у них, они зарабатывают, они учатся жить, они не просят у родителей деньги. Это тяжелый труд. Кто умеет, знаете, крутиться, работать, тот знает и поймет, что любая работа, особенно если дети с детства не воруют, а именно зарабатывают на свой кусок хлеба, всегда их поддержите. Скажите добрые слова. Это очень важно, потому что вы должны понимать и то, что вы таким образом такого вот ребенка мотивируете, и он понимает, что он идет по правильному пути. Дайте ему какие-то советы, дайте ему рекомендации какие-то, пусть это будут 2 предложения, но, вы знаете, пройдет время, и этот ребенок, он подрастет и будет вас благодарить, хотя он в реальности вас больше, возможно, никогда не увидит. Поэтому никогда не бойтесь заниматься благотворительностью. Вы должны понимать, что благотворительность — это не значит, что нужно кому-то обязательно дать 10%. Вот приходит время, приходит момент, и вы прямо чувствуете, вы знаете, вас прямо потянет. Не бойтесь этого делать. Далее, никогда не показывайте свою семейную жизнь, потому что все, что происходит в вашей семье, на то и происходит в ней, что знать об этом должны
только вы. Запомните, советы со стороны не всегда хороши. Принимать решения должны будете только вы. Недаром есть такая поговорка, что со стороны не виднее, а со стороны завиднее. Вам могут давать целенаправленно неправильные советы. Для чего? А чтобы просто разрушить вашу семью. Вот такими действиями вы будете разбавлять особенную энергетику вашей семьи другими со стороны. И вы знаете, это не принесет вам ничего хорошего. Ваша семья – это ваша крепость. И что происходит в вашей семье, касается только вас. Никогда также не позволяйте никому заходить на вашу территорию. Сразу ставьте ограничения. Так вы обезопасите себя и свою семью. Далее, сплетни и осуждение других людей. Потому что, когда вы принимаете участие, особенно это, как правило, бывает в женских коллективах, в больших компаниях, таким образом, когда вы принимаете участие в каких-то сплетнях, то вы тем самым подбираете вот этот негатив от пересказанного. И это будет мешать вам становиться успешным. И самое интересное, что вот эти сплетни, вот эти негативные фразы, пересказы каких-то рассказов будут тянуть вас назад. Поэтому следите всегда за своими поступками. Остальные для вас не должны не иметь какого-либо отношения, если это вас не касается. Такие рассказы не должны звучать от вас. У каждого человека своя жизнь, и каждый вправе делать то, что ему хочется. Поэтому воздерживайтесь от таких разговоров. Воздержитесь от того, что люди будут пытаться втягивать вас в такие конфликты. Сплетни несут с собой негативную энергию, и поэтому не стоит лишний раз притягивать ее в жизнь. Обращаем ваше внимание, что очень часто в коллективах, особенно в больших коллективах, стараются постоянно разносить какие-то сплетни, какие-то ненужные рассказы. И что в первую очередь? Вы должны понимать то, что вы приходите на работу для чего? Вы приходите на работу для того, чтобы оказать услугу работодателю и за это получить деньги. А когда вы вместо работы, вместо того, чтобы заниматься прямыми своими обязанностями, вы сплетничаете, то о каких деньгах, каких заработках может быть идти речь? То есть вы показываете денежной энергии, что вы не цените ее, что она вам не нужна. Вы должны понимать, что в нашем мире все взаимосвязано. Вы притягиваетесь к негативу, негатив притягивается к вам. И вот то, что вы бы планировали, хотели и так далее, у вас этого ничего нет. Далее, о делах, которые вы делаете от чистого сердца, нужно молчать. Ведь если вы начинаете набивать себе цену, рассказывать о том, какой вы молодец, как помогли кому-то или занялись где-то благотворительностью, сразу вы обесцениваете положительную энергию, которую несут в себе такие дела. Если вы что-то сделали и помогли этому человеку, сразу забудьте об этом. Вычеркните это из своей жизни, ведь вы совершили этот поступок не для того, чтобы кто-то вас похвалил и сказал: ой, ну какая же она молодец. Все, что делается, делается тихо и имеет ценность только в этом случае. Остальные – это просто действия на публику. Если вы не готовы совершать тихие поступки, не совершайте их вообще, так как несовершенный поступок и поступок, которым вы похвастались, имеют абсолютно одинаковое значение и несут одинаковую пользу. То есть не имеют ее вообще, потому что все добрые поступки совершаются от души и не требуют никакого одобрения. Даже бывает так, что вы стоите на остановке или стоите у светофора, и бабулечка подходит и просит вас помочь ей перейти дорогу или поднести сумки к машине. Или еще какая-то ситуация. И многие, наоборот, стараются с кем-то поделиться, рассказать, особенно это молодежи касается: да я вот сегодня помог, да я вот сегодня сделал. Не стоит этого делать. Это, знаете, как между вами и высшими силами. Только они на энергетическом уровне находятся, да, а мы с вами живем в материальном мире. И поэтому не стоит рассказывать о тех или иных моментах в вашей жизни. И потому что это ни к чему хорошему, друзья, это не приведет, кроме как к негативу. Как видите, друзья, это все очень простые правила. Но если вы будете придерживаться их, вы сможете только обезопасить себя и спокойно добиваться поставленных целей. Для того, чтобы вы это поняли, как только вы это все поймете,
вам станет намного проще. Поэтому помните, если вы хотите с кем-то что-то обсудить, у вас есть для этого семья, близкие, родные люди, которыми вы действительно можете поделиться своими какими-то возможными проблемами, нюансами, возможно, вас что-то беспокоит. Но опять же, бывает так, что семья живет и как кошка с мышкой, да, постоянно ругань, скандалы. Тут, конечно, тоже не подходит. В таком случае научитесь разговаривать сами с собой. Кто скажет о том, что это я больная или больной, это неадекватно и так далее. Вы должны понимать и то, что вы пришли в этот мир один или одна, и вы так же само уйдете. И даже не сможете на материальном плане взять паспорт, взять свои какие-то дипломы, взять свои медальки, грамоты и так далее. В тот мир ничего мы не можем взять. Поэтому научитесь жить своей жизнью. Поменьше рассказывайте о том, где вы, с кем вы, что вы делаете, как вы делаете, почему вы это делаете. Бывает так, что люди вас могут осуждать. Например, вы решили открыть свой бизнес, да, и рассказали всем своим друзьям, подругам, но этот бизнес вы еще не начали, вы его еще не открыли, вы только планируете. И представьте себе, каждый второй вам говорит о том, что ты знаешь, у тебя это не получится, тебе это не нужно, ой, одни убытки будут, одни проблемы будут, вот, все очень плохо и так далее, и так далее. Человек сидит такой, думает, если мне столько людей говорят об этом, наверное, действительно у меня не получится. Действительно, я буду в убытках. И человек не открывает, и он потерял шанс, а мог открыть, и в его жизни, возможно, могло много чего измениться. Поэтому, девочки и мальчики, научитесь чувствовать в первую очередь свое сердце. Научитесь, в свою очередь, жить по тому, как вам велит ваше сердце. Это очень важно. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: я успешный, богатый человек, все в моей жизни прекрасно и чудесно. Истина, да будет так. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.